Что же с тобой приключилось? А это что такое? Как изменилась зона? Полагаю, я должен знать тебя получше. Помню, как впервые вступил на эту богом проклятую землю. Был молод, полон сил, каждая вылазка давалась легко. Я, задорный, шумный, смеялся даже в самые черные дни. Был опорой для тех, кто шел рядом. Мои друзья были одиночками, как и я. Беззаботные вечера у костра, глупые шутки, несмешные анекдоты. Все это ушло, остался лишь отголосок. От друзей мне достались их старые стволы, поношенные ПМы, охотничьи ружья. Грязные, потрепанные. Любой другой продал бы за копейки, а для меня это память. Мой костер давно затух, с тех пор, как я похоронил своих товарищей. Не так давно я вернулся на большую землю, далеко от этого дерьма. Проживал обычную жизнь. Пропивал деньги, заработанные на артефактах, и смотрел на звездное небо с надеждой, что мои друзья где-то там и тоже глядят на меня. Но пришла пора возвращаться в зону, пройти по тем самым тропам, где мы были счастливы, и проститься с моими братьями. Может, зона изменится после этого, а может, снова изменит меня. Зона встретила меня покровом ночи, и сейчас они стали как никогда ярче. Звездное небо в паре с луной освещает дорогу, и никакое ПНВ не нужно. Не то что прежде. Темнота поглощала настолько, что трудно было увидеть кончики собственных пальцев. Помню день, как накатила бессонница, и я отправился на вылазку. Это была моя ошибка. Ты на виду голодных мутантов, преимущество которых их слух и нюх. Чудом жив остался, добравшись до ближайшего лагеря. С тех пор даже на большой ПНВ всегда под рукой. Кордон вместе со мной разделил рассвет. Лучи солнца согревали даже в осеннюю прохладную пору. Раньше было несколько иначе. Дни были серыми и угрюмыми, особенно в 2012-м. Та же деревня, но с гримасой серьезной. Сейчас же я вижу, как прекрасен лагерь новичков. Уютная берлога, где мы вместе с братьями делали свои первые шаги. Сидорович выдал нам первое задание – зачистить логово мутантов. Тогда-то мы и познали прелести местной фауны. Слепые псы передвигались исключительно стаями, не разделялись. Но как только в меньшинстве окажутся, рвут когти кто куда. Теперь они как танки, прут до последнего, стали злее и опаснее, как и кабаны с плотями, такие же упрямые и не отступающие. А некоторые даже меня удивили. Плоть умеет прыгать, а кабаны таранят. Запишу, чтоб не забыть. Кличку Седой я получил после нескольких встреч с кровососами. Такие же ловкие, со звериным аппетитом. Научились сбивать с ног, а если их еще и несколько, шансы на выживание крайне скудны. Разве что менее голодные и больше не высасывают кровь. Это к лучшему. Противогазы на снорках ничуть не изменились, как и их способности сокращать дистанцию прыжками, заставая врасплох обычных сталкеров. Ходили легенды о коте-баюне, но вживую видеть мне его не приходилось. Но все бывает в первый раз. Этот гад весьма хитер, имитирует голоса и при длительном нахождении рядом с ним моментально клонит в сон. Стоит быть настороже, ведь легенды, особенно в зоне, могут оказаться полностью реальными. Не знаю, что я забыл на янтаре, но чем ближе бункер Сахарова, тем сильнее закипали мозги. Это означало только одно – поблизости бродит контролер. Он и раньше был достойным соперником, буквально сворачивая твое сознание в трубочку, так и сейчас таким же остался. За прошедшие года научился новому фокусу. Своим рыком на время обездвиживает, ровно так же, как и кровососы. И все-таки старый пес еще хоть куда. Если спросить любого бывалого сталкера, какое самое опасное существо в зоне, все единогласно ответят – псевдогигант. Живой броневик, топот которого не сулит обычную заварушку. Слабость оного – один хороший заряд со старого, но проверенного РПГ. Тем не менее, времена изменились. Броня его стала толще, а зубы острее. Одного заряда недостаточно, чтобы сразить такого. Мне даже показалось, что он есть в моей пуле, настолько непрошибаем. Если вдали мелькает силуэт в темном плаще, вариантов всего два. Или бандит, или бюрер. Второй хуже. Невысокий, но сила в нем будь здоров. Вмиг поднимает вокруг себя невидимую стену, будто купол, из-за которого пули в землю уходят. А еще новое наблюдение. Раньше он только камни кидал, а теперь стал умнее.
Может поднять твое же оружие прямо из рук, а то и выстрелить из него. И поверь, стреляет он метко. Гранаты вообще отдельный разговор. Отшвыривает их обратно, словно бумеранг. Секунду зевнул, и твоя же лимонка уже под ногами. Вывод простой. С таким лучше не геройствовать. Увидел, обходи стороной, или готовься стрелять быстро и без промаха. Сталкерская загадка на ночь. Маленький и прыткий, ходит с братьями своими. Противная морда так и норовит потрепать твои нервы. Догадался? Конечно, тушканы. Убить их просто. Ножа хватает, если не растеряешься. Времена идут, а бесят они по-прежнему так же, будто специально для этого рождены. Принцип атаки все тот же. Один отвлекает спереди, другой старается зайти с тыла. Иногда чувствуешь себя мясом для тренировок. Такие у них слаженные вылазки. Хорошо, хоть метод борьбы не поменялся. Граната по-прежнему лучшее решение. Чека зубами, бросок, и на пару секунд в зоне становится тише. Большие рога и каменный покров. Сложно было поверить, это новое творение зоны. Пси-олень. По одному его зову пол леса сбегается. Кабаны, плоти, собаки. И тут я понял, плохи мои дела. Прекратить все это можно лишь одним способом – убить эту тварь. Но и тут проблема. Броня его весьма прочна. Стрелять по корпусу бесполезно. Лишь точный выстрел в голову прекратят этот кошмар наяву. Не только пси-олень удивил меня в этот раз. Думал, что хуже тушканов ничего нет. Стоило подумать дважды. Стая крыс шла прямо на меня. Мелкие, быстрые, почти не слышны. Попасть по ним трудно, а если окружат, загрызу за секунды. Метод борьбы тот же, что и с тушканами. Граната. А если промахнешься, от тебя останется только кровавая каша. Раньше полтергейст просто швырял ящики и бочки, создавал дискомфорт, но не критичный. Сейчас все иначе. Есть несколько видов. Огненный создает аномалии вокруг себя. По такому же принципу действуют химические и электрические. Он научился защищаться, создает стену из камней, которая блокирует пули. Пролетая рядом, теперь наносит ощутимый урон. Раньше можно было стоять на месте и наблюдать. Сейчас приходится постоянно держаться наготове и оценивать каждое движение. Псевдособака может стать как верным спутником, так и заклятым врагом. Создает фантомов, и отличить копии от оригинала практически невозможно. Хоть клоны и пустышки, но урон полностью материален. На данный момент ее талант не иссяк, а продолжает нагонять жути. Будь внимательней и наблюдай за поведением каждого из фантомов. Только таким образом ты сможешь вычислить настоящую из них. Последний мутант страшнее любого из перечисленных. Настоящее порождение ада – химера. Мало кому удавалось выжить, если ее встретил. Двуглавое чудовище, превращающее твою броню в труху. И теперь этот монстр стал намного смертоноснее. Лишь быстрые ноги и хорошая реакция уберегут тебя от участи быть разорванным в клочья. Ну и само собой взрывчатка и патроны 12/70. Я себе представить не мог, насколько зона все-таки велика. Старые дороги могли привести меня к совершенно неизвестным локациям. Так я узнал, что новички предпочитают Залесье в качестве места, где стоит начинать свою сталкерскую карьеру. Или вот Малахит, где великие умы продолжают вовсю корпеть над изучением зоны. Дуга, гориллый лес, все со своими секретами и загадками. Их стало на порядок больше, и на изучение каждой уйдет немало времени. Даже природа словно переменилась. Звучит иначе, более живо. Никогда прежде не видел ее такой. Густая и по-настоящему цветущая. Раньше это место было пропитано гнетом и безнадегой. Сейчас полное надежд и мечтаний. Часами готов утопать в этих красотах, играя на гитаре навстречу новому дню. Но это не означает, что настало дружелюбнее. Каждый хруст ветки, завывание ветра по-прежнему страшит, а красные облака, играющие молнии, прекрасно дают понять, что зона такая же обеспокоенная и коварная. Аномалии точно такие же, какими я их запомнил. Легкий заработок, думают новички. Эти мысли могут стать роковыми в их жизни. Бесплатный сыр только в мышеловке, ведь за получение артефакта отнюдь не из простых. Ремесло очень тонкое, стоит подходить со всей ответственностью. Накопленный опыт пригодился и в сегодняшние дни. Но, как это обычно бывает, зона преподнесла мне несколько сюрпризов. Новые аномалии на вид безвредные,
но, как и большинство, летальные. Но есть несколько злосчастных мест, где вопрос «выживу ли?» повисает как никогда прежде. Архианомалии. Масштаб их невероятный и пугает до дрожи. Детектор бессилен в поиске награды за проделанный путь. Приходится выкручивать наблюдательность на максимум. Но усилия того стоят, ведь сами предметы на вес золота и с внушительными свойствами. Собрав их все, ты прославишься не хуже легендарного стрелка. Но порой зона бывает благосклонна и делает приятные подарки. Артефактов приумножилось, как хороших, так и не очень. Без них в зоне особенно туго. Помогают выкарабкаться из самой осложненной ситуации. Держи это в голове. Броня стала надежнее и прочнее. Список довольно велик. Что приглянулось, то и выбирай. Также число группировок возросло. Дегтярев возглавил корпус, Бродяга Полдень, Коршунов Варту, Искру Шрам, а НДИ-час Доктор Далин. Зона действительно изменилась, как в лучшую, так и в худшую сторону. Это по-прежнему место, полное болью и загубленных судеб. Она развивается и продолжает привлекать к себе внимание, что не мудрено. Но я больше не готов на подвиги, я ищу только покоя. И зона помогла принять мне это решение. Встречайте, братцы, скоро мы увидимся вновь.